Нигерия – это крупнейшая африканская экономика и самая густонаселенная страна континента. К 2050 году число ее населения может превысить 400 миллионов человек, что поставит ее на третье место после Китая и Индии. Нигерия представляет собой искусственную структуру, созданную британскими колониальными властями, которые не учитывали значительных религиозных, лингвистических и этнических различий. В начале 20 века на подконтрольной британцам территории современной Нигерии активно распространялось христианство, особенно среди проживающих на юге народов Йоруба и Игбо, которые значительно превосходили в развитии северные районы. Британцы не меняли структуру управления на мусульманских северных территориях, из-за чего они остались закрытыми для христианских проповедников и западного образования. Единая нигерийская нация также не сложилась, и к моменту обретения независимости в 1960 году страна представляла собой лоскутное одеяло из разных народностей с разным вероисповеданием. За все время своего независимого существования Нигерия видела 5 конституций и 7 военных переворотов. Давайте посмотрим, как недальновидное британское колониальное управление отразилось на современной Нигерии. В 2002 году в стране была создана террористическая группировка Боко Харам. Слово «харам» в переводе с арабского означает «запрет», а «бока» — это слово, использующееся в мусульманских регионах Нигерии для обозначения неканонического западного образования. Основателем группировки был Мухаммед Юсуф, отрицавший теорию эволюции и сферическую форму Земли. Изначально террористы ограничивались рассылкой проповедников и вербовкой сторонников, а часть местных нигерийских политиков оказывали Боко Харам финансовую поддержку, а проповеди Юсуфа и вовсе транслировались по телевидению. В 2009 году группировка стала известна на весь мир. В ночь с 25 на 26 июля в городе Баучи террористы напали на полицейские участки, что привело к вооруженным восстаниям в штатах Борно, Кано и Йобе, в ходе которых было убито 1118 человек. Лидер группировки Юсуф был задержан и казнен, а его место занял Абубакар Шекау, который на данный момент продолжает возглавлять группировку. В 2011 году президентом Нигерии стал христианин Гудлак Джонатан, что привело к увеличению количества терактов. Боевики нападали на полицейские участки, банки, христианские церкви и учреждения ООН. В 2014 году террористы похитили 276 учениц из школы в городе Чибок и насильно выдали замуж за боевиков. К 2015 году число жертв группировки достигло 16 тысяч человек, а 2,5 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Боко Харам стала расширять географию своей деятельности на территории Камеруна, Нигера и Чада. Это взволновало мировое сообщество. Группировка контролировала территорию, превышающую площадь Швейцарии. В 2015 году президентом Нигерии стал Мухаммед Бухари, который добился создания корпуса из 7,5 тысяч нигерийских, камерунских, чадских и бенинских солдат, которые были направлены на войну против Боко Харам. Материально-техническую помощь этой кампании оказали Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Нигерийской армии и ее союзникам удалось вернуть себе большую часть захваченных территорий и оттеснить группировку в бассейн озера Чад и леса Самбиса. Череда поражений привела к расколу в рядах террористической группировки, от которой отделились несколько полевых командиров. Таким образом, на данный момент в Нигерии действуют 4 радикальные исламские группировки, которые продолжают совершать теракты и нападения на территории Нигерии и соседних стран. Кроме того, даже в случае полного разгрома боевиков, в Нигерии террористическая угроза никуда не исчезнет. На севере страны почти полностью отсутствует система образования, а 7 миллионам детей приходится учиться в Аль-Маджире, сети исламских училищ, где ученики не только не получают минимального объема знаний о мире, но также вынуждены заниматься воровством для своего пропитания. Всем привет! Большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете каналу.
По ссылке в закрепленном комментарии за небольшую плату вы можете получить доступ к эксклюзивным стримам. Дипломат объяснит, что происходит в отдаленных частях планеты и почему эти процессы очень важны для остального мира и в частности для России. Кроме того, вы можете получить чек-лист с самыми нужными материалами по международным отношениям, а также многие другие бонусы. И приезжайте к нам, у нас не заходит солнце. По запасам нефти Нигерия занимает 10-е место в мире и первое место на территории африканского континента. После того, как Нигерия получила независимость, международные энергетические компании развернули активную деятельность на территории страны. У власти находились военные хунты, которые передали контроль за нефтяными ресурсами страны компаниям Chevron Corporation и Royal Dutch Shell. Это привело к появлению движения за освобождение дельты Нигера, антиправительственной христианской повстанческой группировки, выступающей за национализацию нефтяных ресурсов Нигерии. По мнению ее лидеров, деятельность западных нефтяных компаний привела к беспрецедентной деградации окружающей среды, лишила многих граждан Нигерии территории их проживания, а также возможности заниматься рыбной ловлей или земледелием и получать достойную зарплату на нефтяных месторождениях. Отчасти их недовольство вполне оправдано. Официально всего 13% от экспорта нефти идет на поддержание сообществ, проживающих на месторождениях, а в 1970-х годах из-за безответственной разработки нефти регион дельты Нила находился на грани экологической катастрофы. В 2006 году движение обратилось к главам нефтяных корпораций. Вам должно быть ясно, что правительство Нигерии не сможет защитить вас. Немедленно покиньте наши земли, или вам придется здесь умереть. Наша цель – это полное уничтожение нефтяной промышленности Нигерии. Движение организовывало атаки на нефтедобывающие предприятия, из-за чего в некоторые периоды нефтяной сектор Нигерии сокращался более чем на 1 миллион баррелей в день, а страна теряла до 40% от общего объема производства. В сентябре 2008 года движение провозгласило о начале в дельте Нигера нефтяной войны, направленной против нефтедобывающих предприятий и защищающих их нигерийских солдат. Через неделю после этого заявления и разрушениях нескольких объектов и транспортных узлов в дельте Нигера группировка объявила о прекращении огня, после чего ее деятельность стала постепенно спадать. Однако необходимо отметить, что в 2010-х годах лидеры группировки выступили с заявлениями, направленными против Боко Харам, угрожая организовать нападение на мусульманские храмы и общины. Представитель движения заявил о начале нового крестового похода для спасения христианства в Нигерии. Однако после отказа от этих планов, по его словам, ему поступило огромное количество звонков от представителей христианской церкви, которые выступили против этой идеи. Прекращение деятельности движения за освобождение дельты Нигера не избавило Нигерию от проблем. Напротив, на горизонте появилась новая угроза – пираты Гвинейского залива. Этот залив омывает 6000 километров западноафриканского побережья и является важным морским путем из Европы и Америки в Западную, Центральную и Южную Африку. Ежедневно в его водах проходит около 1500 кораблей и добывается 5,4 миллиона баррелей сырой нефти. После того, как боевики движения за освобождение дельты Нигера прекратили разрушать нефтяную инфраструктуру, многие из них за неимением средств к существованию подались в пираты. К середине 2012 года каждый день в водах Гвинейского залива похищали до 400 тысяч баррелей нефти, из-за чего страна ежемесячно теряла по $1 миллиарду. Пираты перерабатывали часть украденной нефти кустарным способом, из-за чего более половины похищенной нефти сбрасывалось в местные водоемы, что ухудшало экологическую обстановку. В последние годы пираты отошли от воровства нефти и избрали другую тактику – захват заложников с целью получения выкупа. По сравнению с 2018 годом, в 2020 году количество пиратских нападений в заливе увеличилось вдвое – с 42 до 84. Однако реальная
реальное число нападений значительно больше. Дело в том, что примерно 63% от всех нападений на корабли в Гвинейском заливе произошли в пределах 12-мильной прибрежной зоны. Согласно международному праву, эти инциденты нельзя классифицировать как пиратство. Основным документом, регламентирующим морскую безопасность, является Конвенция ООН по морскому праву. Этот документ определяет внутренние воды как расстояние до 12 морских миль от береговой линии, а открытое море как все водное пространство, выходящее за эту отметку. Таким образом, в пределах внутренних вод пиратство классифицируется как вооруженное нападение, а ответственность за его пересечение лежит на прибрежных государствах. В свою очередь, в открытом море вооруженное нападение классифицируется как пиратство, пресечь которое имеют право любые, не обязательно прибрежные государства. Принимая во внимание этот парадокс, стоит сказать, что в 2020 году в нигерийских внутренних водах произошло 339 вооруженных нападений на корабли, большинство из которых занимались транспортировкой энергоносителей. Дело в том, что Гвинейский залив занимает 7-е место по мировым запасам нефти и 9-е по объемам газа и является стратегически важным регионом для иностранных нефтяных компаний, таких как ExxonMobil, Total, Chevron Texaco и Shell. Масштабы пиратства поражают. В 2020 году в мире было похищено 135 членов экипажа, 130 из них в Гвинейском заливе. По сообщениям очевидцев, местные пираты действуют гораздо жестче, чем их печально известные коллеги из Сомали. В феврале 2021 года датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и ежемесячно терпящая убытки от пиратских нападений, призвала международное сообщество отреагировать на происходящее и оказать пиратам сопротивление. В 2021 году ни один моряк не должен бояться выходить в море из-за бандитов. Пиратская эпоха давно завершилась, заявил представитель компании. Однако, учитывая специфику международного морского права, подавляющая часть ответственности лежит на Нигерии, которая пока что не в состоянии разобраться с проблемами посерьезней. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Также по ссылке в описании вы можете перейти в наш Telegram или оформить спонсорскую подписку и получить доступ к эксклюзивному контенту, стримам, еженедельным дайджестам и уникальным документам. До новых встреч!